Артур Конан Дойл. Воспоминания капитана Уилки. История старого рецидивиста. Интересно, кто же он такой? Подумал я, разглядывая своего спутника в вагоне второго класса поезда, следовавшего по линии Лондон-Дувр. Меня настолько переполняла радость от долгожданного отпуска и мысли о том, что веселье Парижа хотя бы на несколько дней сменит унылую рутину больничных палат, что мы успели отъехать достаточно далеко от Лондона, прежде чем я заметил, что нахожусь в купе не один. В наши дни все согласятся с тем, что в поездке третий лишний, а двое уже компания. Однако во времена, о которых я пишу, люди не относились к сородичам по купе с такой болезненной подозрительностью. Напротив, узнать, что у меня есть шанс скоротать часы скучной поездки за бездой, было приятной неожиданностью. Поэтому я надвинул шляпу чуть ниже на глаза, внимательно посмотрел из-под нее на своего визави и снова повторил про себя, кто же он все-таки такой? Раньше я весьма гордился своим умением определять профессию человека по его внешнему виду. Мне посчастливилось учиться у настоящего мастера этого дела, который любил приводить в восторг как пациентов, так и студентов своей клинической группы, делая поразительные предположения о самых неожиданных занятиях людей, и почти никогда не промахивался. «Ну что ж, любезный», — слышал я иногда его слова, — «по вашим пальцам я вижу, что вы зарабатываете на жизнь игрой на каком-то музыкальном инструменте». Но инструмент этот довольно любопытный, абсолютно не из моей сферы. Позже этот человек сообщил нам, что действительно зарабатывает мелкие медики, выдувая мотив «Правь, Британия» на кофейнике, в носике которого были просверлены отверстия, превращавшие его в подобие флейты. Будучи лишь новичком в этом искусстве, я все же время от времени способен был удивить товарищей по палате и никогда не упускал случая попрактиковаться. Так что далеко не простое любопытство заставило меня откинуться на мягкую спинку сиденья и приступить к анализу сидевшего напротив меня спокойного человека средних лет. Я привык действовать систематически, и ход моих мыслей был примерно следующим: внешность простая, вульгарная, вид довольно зажиточный и чрезвычайно самоуверенный. Похож на человека, способного заткнуть за пояс любого речного грузчика, но при этом чувствующего себя вполне свободно и в обществе среднего класса. Глаза посаджены близко, нос довольно крупный, из такого получился бы отличный меткий стрелок на дальние дистанции. Щеки дряблые, но мягкость выражения лица сглаживается квадратным подбородком и плотно сжатой нижней губой. В целом, сильный, волевой тип. Теперь взглянем на руки. Тут меня ждет некоторое разочарование. По виду я принял его за человека, выбившегося из нужды своими силами, но на ладонях нет мозолей, а суставы не утолщены. Похоже, настоящим физическим трудом он никогда не занимался. Загара на тыльной стороне кистей тоже нет, напротив, они очень белые, с выступающими синими венами и длинными, изящными пальцами. С таким лицом он вряд ли художник, и все же руки у него человека, привыкшего к тонкой, деликатной работе. На одежде нет красных пятен от кислот, на руках ни следов чернил, ни пятен от азотнокислого серебра, что заставляет меня отвергнуть полусформировавшееся было мнение о том, что он фотограф. Одежда не потерта в каких-то специфических местах. Пиджак из твида довольно старый, но на левом локте пушка осталась ровно столько же, сколько и на правом, что редко бывает у людей, которые много пишут. Он мог бы быть камевояжером, но в кармане жилета нет характерной записной книжки, да и при себе у него нет тех удобных чемоданчиков, в которых обычно носят образцы товаров. Я привожу эти краткие наброски своих мыслей лишь для того, чтобы показать сам метод, с помощью которого я приходил к выводам. Пока что я получил только отрицательные результаты.
Но теперь, выражаясь химическим языком, я был в состоянии слить этот раствор исключенных возможностей и изучить выпавший осадок. Круг возможных профессий сузился до минимума. Он не был ни юристом, ни священником, несмотря на мягкую фетровую шляпу и галстук, повязанный на церковный манер. Теперь я колебался между ростовщиком и торговцем лошадьми. Однако для ростовщика в его лице было слишком много характера, а для торговца лошадьми в нем отсутствовал тот специфический конский дух, который окружает представителей этой профессии даже в часы отдыха. Поэтому я поставил предварительный диагноз – профессиональный игрок на бегах с методистскими наклонностями, причем последнюю деталь я добавил из уважения к его шляпе и галстуку. Прошу вас, не подумайте, будто я восстановил всю эту цепочку умозаключений прямо тогда, в уме. Только сейчас, сев за стол с пером и бумагой, я способен четко разглядеть каждый последовательный шаг. На самом же деле я пришел к своему выводу в течение 60 секунд с того момента, как надвинул шляпу на глаза и мысленно произнес ту самую фразу, с которой начинается мой рассказ. Впрочем, даже тогда я не был до конца удовлетворен своей дедукцией. Однако, поскольку наводящий вопрос мог бы, если продолжать мою химическую аналогию, послужить мне лакмусовой бумажкой, я решил попробовать задать его. Рядом с моим попутчиком лежала газета «Таймс», и я посчитал эту возможность слишком хорошей, чтобы ее упускать. «Вы не против, если я взгляну на вашу газету?» — спросил я. «Разумеется, сэр, разумеется». С отменной вежливостью отозвался он, протягивая ее мне. Я пробежался глазами по колонкам, пока мой взгляд не зацепился за список последних ставок на бегах. «Надо же!» Вырвалось у меня. Они принимают ставки на фаворита в Кембриджшире. Но, возможно, добавил я, подняв глаза, вас подобные вещи не интересуют. «Сётти, сэр!» Пылко воскликнул он. «Козни врага человеческого. Смертным отведено всего лишь несколько лет жизни, так как же они могут разбазаривать их подобным образом? У них нет даже элементарного здравого смысла в отношении своих земных интересов», добавил он уже более спокойным тоном, иначе они никогда не стали бы ставить на одну единственную лошадь при столь низком коэффициенте, когда в забеге участвует целых 30 голов. В этой его речи было нечто такое, что меня чрезвычайно позабавило. Полагаю, все дело было в том странном образе, каким он сочетал религиозную нетерпимость с житейской мудростью. Я отложил «Таймс» в сторону с твердым убеждением, что смогу провести следующие 2 часа с куда большей пользой, чем за чтением новостей. «Во всяком случае, говорите вы так, будто прекрасно разбираетесь в этом деле», — заметил я. «Да, сэр», — ответил он. В прежние времена, до того, как я сменил профессию, мало кто в Англии разбирался в этих вещах лучше меня. Но теперь с этим все кончено. «Сменили профессию?» — переспросил я с вопросительной интонацией. «Да. И имя свое я тоже сменил». «Неужели?» — удивился я. «Именно так. Видите ли, когда у человека открываются глаза, ему нужен совершенно новый старт, пересдача карт по кругу, если можно так выразиться. Только тогда у него появляется честный шанс». Наступила короткая пауза, мне показалось, что я ступил на скользкую почву, коснувшись прошлого своего спутника, а сам он не спешил делиться подробностями. Я нарушил молчание, предложив ему сигару. «Нет, спасибо», — сказал он. Я бросил табак. Это оказалось самым тяжелым испытанием из всех. Но мне приятно почувствовать дымок вашей затяжки.
скажите, неожиданно добавил он, пристально посмотрев на меня своими проницательными серыми глазами, почему вы так внимательно разглядывали меня, прежде чем заговорить? Это моя привычка, ответил я. Я медик, а в моей профессии наблюдение — это все. Я и понятия не имел, что вы смотрите на меня. Я могу видеть, даже несмотря, ответил он. Сначала я подумал, что вы детектив. Но я не смог вспомнить вашего лица с тех времен, когда был знаком с полицией. Так вы были детективом? Спросил я. Нет, с мешком ответил он. Я был по другую сторону, тем самым, кого детектируют, знаете ли. Но старые счеты уже списаны, и закон не может меня тронуть, так что я не прочь признаться такому джентльмену, как вы, каким негодяем я был в свое время. Никто из нас не идеален, заметил я. Нет, я был самым настоящим, матерым уголовником. Начинал, знаете ли, как мелкий жулик, а потом стал взломщиком. Сейчас легко говорить об этих вещах, потому что мой дух изменился. Понимаете, я словно рассказываю о совсем другом человеке. «Совершенно верно», — ответил я. Будучи врачом, я не испытывал того отвращения к преступлениям и преступникам, которое присуще многим людям. Я вполне мог сделать скидку на врожденные склонности и силу обстоятельств. Поэтому никакое общество не могло быть для меня более приятным, чем общество этого старого злоумышленника. Попыхивая сигарой, я с удовольствием замечал, что мой искренний интерес постепенно развязывает ему язык. «Да, теперь я обратился к Богу», — продолжал он, и, конечно же, стал от этого гораздо счастливее. «И все же», — добавил он с грустной ностальгией, «бывают моменты, когда я тоскую по старому ремеслу и представляю, как прогуливаюсь пасмурной ночью с Фомкой в кармане. Я оставил свое имя в истории нашей профессии, сэр. Я был из старой школы, знаете ли. Мы крайне редко проваливали работу. В мои молодые годы мы обычно начинали с самого низа лестницы, веревочной лестницы, если можно так выразиться, а затем пробивали себе путь наверх, шаг за шагом, так что становились настоящими мастерами своего дела от и до. «Понимаю», — сказал я. Меня всегда считали трудолюбивым, честным человеком, да и талант у меня был, это признавали даже самые умелые из нас. Я начинал кузнецом, потом немного занимался слесарным и плотницким делом, затем перешел к фокусам с ловкостью рук, а после — карманным кражам. Помню, когда я приезжал домой навестить родных, мой бедный старик-отец все удивлялся, почему я постоянно кручусь возле него. Он и понятия не имел, что я вычищал все из его карманов по дюжине раз на дню, а потом возвращал вещи на место, просто чтобы не терять сноровку. Он и по сей день уверен, что я работаю в конторе в Сити. Хотя мало кто мог сравниться со мной в этой специфической области. Полагаю, все дело в практике? Заметил я. В значительной степени. И все же человек никогда не теряет этого навыка окончательно, если он хоть раз стал знатоком. «Простите, вы просыпали немного сигарного пепла на пиджак», и он вежливо взмахнул рукой перед моей грудью, словно смахивая его. «Вот», — сказал он, протягивая мне мою золотую булавку для галстука, «видите, я еще не утратил своей былой сноровки». Он сделал это настолько быстро, что я едва заметил, как его рука мелькнула у меня перед грудью, и даже не почувствовал прикосновения его пальцев. Тем не менее булавка уже сверкала в его руке. «Это потрясающе», — сказал я, прикалывая ее обратно на место. «А, это пустяки. А вот у меня бывали по-настоящему ловкие дела. Я входил в банду, которая вскрыла сейф новой патентованной конструкции. Вы, вероятно, помните этот случай.
Гарантировали, что он выдержит что угодно, а нам удалось вскрыть самый первый выпущенный экземпляр в течение недели после его появления. Это было сделано с помощью клиньев разного размера, сэр. Первый был настолько мал, что его едва можно было разглядеть на свету, а последний достаточно прочен, чтобы выломать дверцу. Очень толково организованное дельце. «Я помню этот случай», — сказал я. «Но ведь кого-то за него осудили?» «Да, одного сгробастали. Но он не раскололся и даже не проговорился, как все было сделано. Мы бы вышибли из него душу, если бы он внезапно погасил очень неприятный огонек, промелькнувший в его глазах. Возможно, я навожу на вас скуку разговорами об этих моих старых грешных деньках?» «Напротив», — ответил я, — «вы меня чрезвычайно интригуете. Мне нравится, когда есть слушатель, которому я могу довериться. Это своего рода отдушина, знаете ли, и после этого мне становится легче на душе. Когда я среди своих братьев по вере, я едва смею думать о том, что было раньше. А вот я расскажу вам еще об одном дельце, в котором участвовал. До сих пор не могу вспомнить о нем без смеха». Я закурил еще одну сигару и приготовился слушать. «Это было, когда я был совсем юнцом», — начал он. «В те дни в Сити жил один крупный делец, и у него, как было известно, имелись очень ценные золотые часы. Я ходил за ним по пятам несколько дней, прежде чем мне выпал случай. Но уж когда случай представился, можете быть уверены, я его не упустил. Вернувшись домой в тот день, он с досадой обнаружил, что в его кармане пусто. Я поспешил с добычей и спрятал ее в надежном месте, намереваясь на следующий же день переплавить. Но вышло так, что эти часы представляли особый интерес для владельца, потому что были чем-то вроде семейной реликвии, подарком отца на совершеннолетие или что-то в этом роде. Помню, на крышке была длинная надпись. Он твердо решил не терять их, если есть хоть какой-то шанс, и потому дал объявление в вечерней газете, предлагая 30 фунтов вознаграждения за возврат и обещая, что никаких вопросов задавать не будет. В конце объявления он указал адрес своего дома — Кэролайн-сквер, дом 31. Звучало это весьма заманчиво, и я отправился на Кэролайн-сквер, оставив часы в свертке в пивной, мимо которой проходил. Когда я пришел, джентльмен обедал, но он вышел достаточно быстро, едва услышав, что его хочет видеть какой-то молодой человек. Полагаю, он догадался, кем окажется этот молодой человек. Это был добродушный с виду старикан, и он провел меня к себе в кабинет. «Ну что ж, парень», — сказал он, — «в чем дело?» «Я пришли по поводу ваших часов», — ответил я. «Думаю, я мог бы приложить руку к тому, чтобы вернуть их». «А, так это ты их стянул?» — воскликнул он. «Нет», — ответил я, — «я понятия не имею, как вы их потеряли. Меня подослал другой человек, чтобы переговорить с вами. Даже если вы меня арестуете, вы ничего не узнаете». «Ну что ж», — сказал он, — «я не хочу нападать на тебя слишком строго. Давай их сюда, а вот мой чек на нужную сумму». «Чеки не подойдут», — сказал я, — «мне нужно золотом». «На то, чтобы собрать такую сумму золотом, уйдет около часа», — заметил он. «Меня это как раз устраивает», — ответил я, — «потому что часов у меня с собой нет. Я вернусь и принесу их, пока вы достаете деньги». Я отправился в путь и забрал часы там, где их оставил. Когда я вернулся, старый джентльмен сидел за своим письменным столом, а перед ним лежала небольшая кучка золота. «Вот ваши деньги», — сказал он и подвинул их мне. «Вот ваши часы», — ответил я. Он был явно в восторге от того, что получил их назад. Тщательно осмотрев часы и убедившись,
что с ними все в порядке, он с удовлетворенным хмыканием убрал их в часовой карман своего жилета. «А теперь, парень», — сказал он, — «я знаю, что это ты взял часы. Расскажи мне, как ты это сделал, и я не прочь дать тебе сверху еще 5-фунтовую банкноту». «Я бы не рассказал вам ни при каких обстоятельствах», — ответил я, «а уж тем более не стану рассказывать, когда у вас за той шторой спрятан свидетель. Понимаете, я был во всеоружии, и от меня не укрылось, что штора затянута куда плотнее, чем прежде». «Ты слишком хитер для нас», — добродушно сказал он. «Что ж, ты получил свои деньги, и дело с концом. Но уж я постараюсь сделать так, чтобы мои часы снова не попали к тебе в руки в ближайшее время». «Доброй ночи». «Нет, не эта дверь», — добавил он, когда я направился к стенному шкафу. «Вот дверь», и он встал и отворил ее. Я проскользнул мимо него, отпер дверь в прихожую и в мгновение ока оказался за углом площади. Не знаю, сколько времени потребовалось старому джентльмену, чтобы обнаружить пропажу, но, проходя мимо него в дверях, я умудрился очистить его карман во второй раз. И на следующее утро семейная реликвия все-таки отправилась в плавильный тигель. Неплохо вышло, правда? Старый боевой конь, по-видимому, совершенно забыл о своем обращении к праведной жизни. В финале его анекдота звучали торские нотки, демонстрировавшие, что гордость за собственную изворотливость куда сильнее раскаяния в совершенных грехах. Казалось, его искренне тешило то изумление и веселье, которые я выражал по поводу его ловкости. «Да», — смехом продолжал он, — «это была первоклассная шутка. Но иногда все происходит с точностью да наоборот. Даже самые хитрые из нас порой терпят неудачу. В моей карьере был один довольно любопытный случай. Возможно, вы даже читали о нем, потому что в свое время эта история попала в газеты. Прошу вас, расскажите. Попросил я. Что ж, рассказывать истории не в свою пользу — дело неприятное, но все произошло так. Я сделал довольно крупный куш и вложил часть добычи в покупку очень красивого кольца с бриллиантом. Я подумал, что это будет отличным заделом на черный день, когда все наличные деньги закончатся и наступят тяжелые времена. Я только-только купил его и возвращался к себе на квартиру в амнибусе, когда, вот уж не повезло, внутрь вошла очень элегантно одетая молодая леди и села рядом со мной. Сначала я не обратил на нее особого внимания, но через некоторое время что-то твердое в ее платье толкнулось о мою руку. Мой опытный ощупь быстро определил, что это кошелек. Мне пришло в голову, что я не могу провести время с большей пользой и удовольствием, чем сделав этот кошелек своим. Пришлось действовать очень осторожно, но в конце концов мне удалось просунуть руку в ее довольно узкий карман, и я решил, что дело сделано. И как раз в этот момент она резко поднялась, чтобы выйти из омнибуса, так что я едва успел вытащить руку с кошельком из ее кармана незамеченным. Лишь спустя некоторое время после ее ухода я обнаружил, что, когда я так поспешно выдергивал руку, новое и плохо сидевшее кольцо соскользнуло с моего пальца и осталось в кармане этой молодой леди. Я выскочил из омнибуса и побежал в ту сторону, куда она ушла, с намерением обчистить ее карман еще раз. Однако она исчезла, и с того самого дня и по сей день я больше никогда ее не видел. Что еще хуже, внутри кошелька оказалось всего 4,5 пенса медиками. Так мне и надо за попытку обокрасть такую хорошенькую девушку. И все же, если бы у меня сейчас были эти 200 фунтов, я бы не дошел до... А Господи, прости меня. Что я такое говорю? После этого он, казалось, был склонен снова погрузиться в молчание, но я твердо решил вытянуть из него еще немного, если только это будет возможно.
В той области, о которой вы только что рассказывали, куда меньше личного риска, чем во взломе со сносом, заметил я. Вырвалось у него, когда он снова загорелся своей любимой темой. Крупная игра, вот к чему действительно стоит стремиться. Поговаривают о спорте, сэр, про охоту там или рыбалку. Да все это меркнет по сравнению с нашей работой. Подумайте только, огромный загородный дом, куча слуг, собаки, огнестрельное оружие, а у вас при себе лишь Фомка, коловорот да собственная смекалка, которая превыше всего. Это же настоящее торжество интеллекта над грубой силой, сэр, представленный всеми этими засовами и решетками. Люди обычно смотрят на это совершенно противоположным образом, заметил я. Я никогда не был из тех дуболомов, что размахивают дубинками, отозвался мой спутник. Правда, однажды я попробовал себя в роли уличного грабителя-удавщика, но это было против моих принципов, и я бросил это дело. Я испробовал абсолютно все. Я побывал даже прикованной к постели вдовой с 3 малолетними детьми. Но к физическому насилию я действительно питаю отвращение. «Кем вы побывали?» — переспросил я. Прикованный к постели вдовой. Публиковал объявления, знаете ли, и собирал пожертвования. Я перепробовал все. «Смотрю, вас весьма интересуют подобные истории», — продолжал он, «так что я расскажу вам еще один анекдот. Это был самый опасный момент за всю мою жизнь, когда я был буквально на волосок от каторги. Мы с напарником отправились на дело в провинцию, не имеет значения, куда именно, и обустроили свой штаб в одном небольшом городке. Но каким-то образом по округе прошел слух о нашем присутствии, и домовладельцев предупредили, чтобы они были осторожны, так как поблизости заметили подозрительных личностей. Нам следовало бы изменить свои планы, когда мы поняли, что игра раскрыта, но мой приятель был парнем не из пугливых и категорически отказался отступать. Бедный малыш Джим. У него было всего 34 дюйма в груди и около 12 в бицепсе, но во всей Англии не нашлось бы измерительной ленты, способной передать размеры его храброго сердца. Он сказал, что раз уж мы ввязались, то должны идти до конца, и я согласился остаться. Для начала мы выбрали Морли-Холл, загородную усадьбу одного полковника Морли. Так вот, этот полковник Морли был, пожалуй, самым последним человеком на свете, с которым нам следовало связываться. Он был проницательным, хладнокровным малым, побродившим по свету и видавшим виды, и, похоже, питал особую гордость за свои успехи в поимке преступников. Однако в то время мы ничего этого не знали и потому со спокойной надеждой отправились попробовать свои силы в его доме. Причина, по которой мы выбрали именно его среди прочих, заключалась в том, что у него был никуда не годный конюх, ставший послушным инструментом в наших руках. Этот малый набросал для нас примерный план поместья. Дом был довольно хорошо заперт и охранялся, и единственным слабым местом, которое мы смогли разглядеть, оказался люк на крыше. Висячий замок на нем был сломан, а сам люк вел с крыши прямо в одну из чуланов для хлама. Если бы мы только смогли найти способ забраться на крышу, то сумели бы в абсолютной безопасности проникнуть внутрь сверху. Нам обоим этот план показался весьма удачным, да и была в нем эдакая изюминка оригинальности, которая нам пришлась по душе. Понимаете, хорошего взломщика волнуют далеко не только драгоценности или серебряная посуда. Изящность работы и репутация ловкача в его глазах имеют почти такое же значение. Мы сидели очень тихо день или два, просто чтобы дать подозрению улегнуться. Затем в одну темную ночь мы отправились в путь, Джим и я, перебрались через ограду аллеи и подошли к дому, не встретив ни души. Помню, дул сильный ветер, и облака быстро неслись по небу.
Мы внимательно осмотрели фасад дома, а затем Джим пошел вокруг, со стороны сада. Через пару минут он прибежал обратно в полном восторге. «Слушай, Билл», — сказал он, хватая меня за руку, — «вот уж повезло так повезло. Они, должно быть, чинили крышу или что-то в этом роде и оставили приставную лестницу». Мы вместе обошли дом и действительно увидели лестницу, возвышающуюся над нашими головами, а также пару оставленных лотков для раствора, что указывало на работу, проходившую днем. Мы внимательно огляделись, чтобы убедиться, что все тихо, а затем полезли наверх, Джим первым, а я за ним. Мы добрались до самого верха и сидели на черепице, немного переводя дух перед началом дела, когда можете себе представить наши чувства. Лестница, по которой мы поднялись, вдруг встала прямо в воздухе, а затем медленно опустилась вниз, пока не легла на траву в саду. Сначала мы надеялись, что она просто поскользнулась, хотя и это было достаточно плохо, но вскоре эти мысли вылетели у нас из головы. «Эй, вы там, наверху!» — крикнул голос снизу. Мы вытянули шеи через край крыши и увидели человека, одетого, насколько мы могли разобрать, в вечерний костюм и стоявшего посреди газона. Мы затаились. «Эй!» — крикнул он снова. «Как вы там себя чувствуете?» «Достаточно удобно, а?» «Ха-ха. Вы, лондонские мошенники, думали, что мы тут в провинции совсем зеленые. Каково ваше мнение теперь?» Мы оба лежали неподвижно, чувствуя себя невероятно глупо, как вы можете себе представить. «Все в порядке, я вас вижу», — продолжал он. «Я ведь целую неделю каждый вечер дежурил за этим кустом сирени, рассчитывая увидеть вас. Я знал, что вы не сможете устоять перед этой лестницей, когда поймете, что с окнами вам не справиться». «Джо! Джо!» «Да, сэр», — отозвался голос, и из кустов вышел еще один человек. «Посмотри-ка за крышей, пока я съезжу на станцию и привезу пару констеблей, ладно? Аревуар, джентльмены. Полагаю, вы не против подождать?» И полковник Морли, а это был сам хозяин дома, ушел прочь. Через несколько минут мы услышали цокот копыт его лошади, уносившейся по аллее. Что ж, сэр, мы чувствовали себя ужасно глупо, как вы можете себе представить. Нас беспокоил даже не столько сам факт поимки, сколько ощущение того, что мы попались в такую простую ловушку. Мы посмотрели друг на друга с нескрываемым отвращением, а затем, хоть режьте нас, не смогли удержаться от хохота над собственным положением. Впрочем, смешного тут было мало, и мы принялись обходить крышу, проверяя, нет ли где подходящей водосточной трубы или чего-то еще, что могло бы дать нам шанс на победу. Нам пришлось отказаться от этой затеи как от безнадежной, так что мы снова сели и приготовились к худшему. Вдруг в моей голове промелькнула идея. Я на ощупь пробрался по крыше, пока не почувствовал под ногами дерево. Я нагнулся и обнаружил, что полковник на самом деле забыл запереть висячий замок. Идя по жизни, вы часто будете замечать, что именно самые хитрые и проницательные люди совершают самые абсурдные ошибки, и это был как раз такой пример. Вы можете догадаться, что мы не стали терять времени, ведь мы каждую минуту ждали появления констеблей. Мы спрыгнули через люк в чулан, спустились по лестнице, распахнули ставни в библиотеке и были таковы еще до того, как ошеломленный конюх смог понять, что произошло. Нам даже не хватило времени захватить с собой хоть какой-нибудь маленький сувенир, вот уж не повезло. Мне бы очень хотелось посмотреть на лицо полковника, когда он вернулся с констеблями и обнаружил, что птички улетели. «А вам больше не приходилось встречаться с полковником?» — спросил я.
Да как же, несколько лет спустя мы обчистили его до нитки, отобрали все столовое серебро вплоть до солончаковых ложек. Понимаете, отчасти это было сделано из мести. Это было очень толково организованное и дерзкое дело, одно из лучших на моей памяти, да к тому же все проворачивалось средь бела дня. Как же вам, черт возьми, это удалось? Поинтересовался я. Что ж, нас было трое, Джим тоже участвовал, и мы взялись за дело вот как. Для начала мы хотели выманить полковника из дома, поэтому я написал ему записку якобы от Сквайра Бразервика, который жил милях в 10 оттуда и не всегда ладил с хозяином Морли-Холла. Я нарядился конюхом и сам доставил записку. В ней говорилось, что Сквайр, кажется, напал на след тех самых негодяев, что сбежали от полковника пару лет назад, и если полковник приедет, они без труда их скрутят. Я был уверен, что это сработает, поэтому, передав письмо и обронив, что я конюх Сквайра, я отправился восвояси, словно возвращаясь к своему хозяину. Скрывшись из виду, я залег за изгородью. Как я и ожидал, не прошло и четверти часа, как полковник проскакал мимо меня на своей рыжей кобыле. Тут надо сказать, что у меня есть еще один талант, о котором я вам не упоминал, я умею подделывать любой почерк, который вижу. Это очень простой трюк, если только задаться целью. За несколько дней до этого мне как раз попалось на глаза одно из писем полковника Морли, и я научился писать так, что и сейчас никакой эксперт не отличит подделки. Это мне очень пригодилось. Я вырвал листок из своей записной книжки и написал примерно следующее. Поскольку Сквайр Бразервик заметил поблизости подозрительных личностей и дом может снова подвергнуться нападению, я отправил человека в банк и приказал прислать банковскую фургонетку, чтобы вывести все серебро в безопасное место. Нам будет куда спокойнее знать, что оно в абсолютной сохранности. Упакуйте его, приготовьте и налейте подателю сего стакан пива. Составив это драгоценное послание, я адресовал его дворецкому и отнес обратно в усадьбу, сказав, что хозяин догнал меня по дороге и просил передать бумагу. Меня приняли, напоили и накормили на кухне, пока в холл тащили огромный упаковочный ящик и укладывали серебро в вату и стружку. Все было почти готово, когда я услышал шум колес по гравию и выгреб к двери как раз вовремя, чтобы увидеть, как к крыльцу подъезжает солидный закрытый экипаж. Один из моих приятелей с самым благочестивым видом сидел на козлах, а Джим в официальной фуражке выскочил из экипажа и вбежал в холл. «Ну-ка», — услышал я его голос, — «поворачивайте живее». «Что тут для банка?» «Давайте сюда». «Подождите минутку, сэр», — сказал дворецкий. «Ждать не могу. По всей округе паника, нас везде обрывают. Если вы не готовы, мы поедем дальше, к лорду Блэкбери». «Не уезжайте, сэр», — умоляюще произнес дворецкий. «Осталось только обвязать вот эту одну веревку». «Вот, теперь готово. Вы ведь присмотрите за ящиком, правда?» «Еще как присмотрим». «Теперь у вас с ним больше не будет никаких хлопот», — ответил Джим, помогая заталкивать огромный ящик в экипаж. «Пожалуй, мне лучше поехать с вами и проследить, как его уложат в банке», — сказал дворецкий. «Без проблем», — ничуть не смутившись, отозвался Джим. «Только в экипаж вы не сядете, сундук лорда Блэкбери займет все свободное место». «Так, сейчас 12 часов. Что ж, ждите нас у дверей банка в 1:30, вы как раз нас застанете». «Хорошо, в 1:30, согласился дворецкий. «Всего хорошего», — крикнул мой приятель, и экипаж умчался. Я же срезал путь и перехватил его за поворотом дороги.
Мы сразу же рванули в соседнее графство, сели на поезд до Лондона, и еще до полуночи серебро полковника превратилось в сплошной слиток. Я не мог не рассмеяться изобретательности старого негодяя. «Это была дерзкая игра», — сказал я. «Самая дерзкая игра всегда удается лучше всего», — ответил он. В этот момент поезд начал подавать признаки торможения, мой попутчик надел пальто и всем своим видом показал, что приближается к концу своего путешествия. «Вы едете в Дувр?» — спросил он. «Да». «На континент?» «Да». «Надолго собираетесь уехать?» «Недели на 2, не больше». «Что ж, мне пора с вами прощаться. Вы ведь запомните мое имя, верно?» Джон Уилки. Был очень рад познакомиться. «Мой зонт не за вашей спиной?» Добавил он, протягивая руку. «А, нет, прошу прощения, вот он, в углу». И с приветливой улыбкой бывший взломщик вышел из вагона, поклонился и исчез в толпе на платформе. Я зажег еще одну сигару, посмеялся при мысли о своем недавнем попутчике и поднял газету «Таймс», которую он оставил после себя. Прозвенел колокол, колеса уже вращались, когда, к моему изумлению, бледное лицо заглянуло ко мне в окно. Оно было настолько искажено и взволновано, что я едва узнал черты, за которыми наблюдал в течение последних пары часов. «Нате, возьмите», — сказал он. «Возьмите. Едва ли мне стоит грабить вас на 7 фунтов 4 шиллинга, но я просто не смог удержаться, чтобы не попробовать еще разок». И он бросил что-то в вагон и исчез. Это был мой старый кожаный кошелек с обратным билетом и всей суммой моих дорожных расходов. Его новообретенная совесть заставила его незамедлительно вернуть украденное.